Величественные создания, для которых нет неподвластных вершин. Сильные и выносливые скалолазы, стойко выдерживающие суровые погодные условия. Отвесные склоны становятся для них лучшей защитой от хищников, но даже на высоте им есть кого опасаться. Однако скорость, маневренность и молниеносная реакция позволяют противостоять самым опасным обитателям Нагорья. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – голубые бараны. Голубой баран, нахур или бхарал – типичный обитатель высокогорных регионов Центральной Азии. Свое название эти копытные получили за особую окраску с синеватым оттенком, которая делает их менее заметными на фоне сланцевых пород местных горных районов. При длине тела около 1,5 метров взрослые самцы могут весить до 80 килограмм. Как и другие горные копытные, бхаралы славятся умением перемещаться по отвесным склонам. Мощные тела и короткие, но сильные ноги позволяют умело распределять массу для балансирования на краю пропасти. Превосходная координация движений и отличное зрение помогают даже в сумерках успешно планировать каждый шаг, ведь малейшая ошибка может привести к падению. И главное приспособление – особое копыто, где сочетаются твердая часть, позволяющая зацепиться за малейшие выступы, и мягкая подушечка, которая обхватывает неровные камни и придает ногам максимальную устойчивость на любой поверхности. Кроме того, подушечки обеспечивают дополнительную амортизацию, смягчая прыжки и падения. Эти животные чувствуют себя превосходно на высоте от 2 до 5 тысяч метров, где в течение года они странствуют по склонам в поисках травы. Голубые бараны – социальные животные. В зависимости от сезона структура стада может меняться, но именно стадный образ жизни помогает им выстоять против хищников, которые адаптировались к местным условиям не хуже искусных скалолазов. Тибетские волки – одни из главных врагов всех копытных. Конечно, они не обладают навыками альпиниста, но в их арсенале хитрые тактики, потрясающая выносливость и работа в команде. Поэтому даже на заснеженных склонах эти хищники действуют максимально эффективно. Они выбирают цель, пытаются отбить ее от стада и бросают все силы на преследование. Если бараны успели скрыться на скалах, достать их оттуда вряд ли получится. Но несмотря на все, рано или поздно хищники все же находят свою добычу, которой обычно становятся слабые, больные или попросту менее внимательные животные. Волк-одиночка также может бросить вызов барану, но взрослый самец слишком трудная мишень. А вот самки с детенышами – подходящая добыча. Даже одинокий хищник способен обратить стадо в бегство, но овцы вдвое легче баранов, поэтому они без проблем находят убежище в горах, недоступных серому охотнику. Однако бхаралы не всегда спасаются бегством. Порой в случае опасности они сохраняют полную неподвижность, ведь защитная окраска, словно плащ-невидимка, помогает укрыться от острого взора противника. Важную роль играет боковое зрение, увеличивающее площадь обзора, что уменьшает шансы охотника подобраться незаметно. Десятки глаз постоянно сканируют местность, однако в горах живет хищник, способный оставаться невидимым даже несмотря на впечатляющие размеры. Это снежный барс, одиночка, способный застать врасплох самую бдительную мишень. Хотя у барса нет копыт, в остальном его тело идеально приспособлено для перемещения по горной местности, а его окраска и неслышные шаги имеют эффективность даже на равнинах. Но на стороне копытных не только острое зрение. Превосходный слух и развитое обоняние снижают эффективность любой маскировки, и стоит лишь одному почуять неладное, как в бегство обращаются все особи. Поэтому коту нужно действовать максимально осторожно, выбирать для атаки подветренную сторону и планировать каждый шаг. Хотя даже идеальная подготовка не гарантирует успех,
Ведь бараны не только быстры, но и маневрены. И своевременная смена направления может нарушить все планы охотника, ведь он не способен на затяжные погони. Поэтому в случае неудачи все приходится начинать сначала. В темноте хищнику гораздо проще оставаться незамеченным. Однако малейший шорох, и в несколько секунд копытные становятся недосягаемыми. Зимой баранам приходится несладко, ведь вместо свежей травы им предстоит питаться пожухлой растительностью, которую к тому же нужно доставать из-под снега. Тем не менее, на смену легкому одеянию приходит плотная шуба, защищающая от любых морозов. К тому же снег значительно замедляет хищников, и заметить того же барса становится куда проще. Длинный забег в сложных условиях для него обречен на провал. Помимо барсов и волков, опасность представляют бурые медведи, которые также облюбовали местные склоны. Однако даже полный сил хищник вряд ли угонится за прытким копытным, поэтому обычно косолапый даже не предпринимает попыток поймать рогатых соседей. Рога нахуров могут использоваться для защиты, но их основное назначение – демонстрация силы и здоровья во время брачного сезона. В этот период самые сильные самцы собираются, чтобы выяснить, кто достоин продолжать род. И когда показного величия становится недостаточно, в ход идут яростные столкновения, во время которых бараны тестируют друг друга на прочность. С равнины драка часто переходит на отвесные склоны, где столкновения могут быть особенно опасны, ведь потеря равновесия грозит обернуться падением в пропасть. С первых дней жизни малыши могут оказаться на опасных склонах. Однако с самого появления на свет они обладают целым набором адаптаций, инстинктов и физиологических особенностей, позволяющих избегать падений с высоты и успешно выживать в сложнейших условиях. Чаще у овцы появляется один единственный ягненок, поэтому обеспечить его безопасность – главная миссия в жизни самки. Невзирая на врожденные навыки малыша, в первые дни жизни мать инстинктивно встает между ними пропастью, чтобы защитить от падения. Вскоре самка с детенышем присоединяются к стаду, где образуются своеобразные ясли. Там малыши играют и оттачивают навыки, которые уже совсем скоро станут жизненно важными. Несмотря на соседство с хищниками, голубые бараны прочно заняли свою нишу на горных склонах. Значительно большую опасность для них представляют браконьеры, но труднодоступные места обитания, высокая приспособленность и кочевой образ жизни позволяют этим величественным животным по-прежнему чувствовать себя хозяевами гор. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!